Всем привет, меня зовут Снежа и добро пожаловать на мой канал. Вы, наверное, видите, какие у меня прекрасные штучки на волосах. Это бигудюшки, которые я взяла в магазине. То ли лента это была, то ли это была какая-то карусель, неважно. Либо был перекресток. Я не помню. Короче, я просто экспериментирую. Мне хотелось бы вообще посмотреть, возможно ли укладывать мои супер длинные волосы, которые у меня отрастают потихонечку. Поэтому в конце этого видео я их распущу и посмотрим, что из этого получится. Я бы хотела посвятить данный видеоролик теме, связанной с супер модными в последнее время прядками, которые все хотят покрасить. Вы наверняка уже видели у девушки из группы Blackpink вот эту прическу. Вот эту, да? И вообще, в принципе, я хожу по улице и вижу, как девчонки с таким вариантом прически ходят. И, кстати, многие блогеры тоже решили сделать себе такую прическу. Я знаю как минимум 3 видеоблогеров, у которых вот эти вот передние светлые пряди. Что бы мне хотелось обсудить? Есть 2 варианта развития событий. Либо вы красите эти пряди дома, либо вы красите эти пряди в салоне. И мне бы, наверное, хотелось обсудить 2 варианта развития событий для такого окрашивания. Первый. Когда вы краситесь дома, для того, чтобы это сделать, вам сначала нужно посмотреть мои видеоролики про обесцвечивание волос и вообще, в принципе, понять, как это работает. У меня есть видеоролик, посвященный тому, что нужно знать перед тем, как красить волосы. Посмотрите его, пожалуйста, потому что если у вас крашеные волосы и вы хотите белые пряди у лица, у вас ничего не получится, вы должны заранее к этому быть готовыми. И, пожалуйста, посмотрите 10 ошибок при обесцвечивании волос, которые я снимала вот буквально недавно. Главное, чтобы вы не спалили свои волосы к чертям собачьим, потому что у вас все может просто отвалиться нахер, и что это просто полные... Нельзя так делать, пожалуйста, я столько видео в ТикТоке видела, как у людей отваливаются волосы, не хочу, чтобы у вас отвалились волосы. И, конечно же, второй вариант развития событий, когда вы берете и пишете мастеру: хочу покрасить волосы, пожалуйста, покрасьте меня. И здесь вам необходимо понимать, что когда вы хотите покрасить 2 пряди или 1 прядь в яркий цвет, это по времени занимает столько же, сколько полноценное окрашивание, потому что вы приходите, садитесь, вам задают вопросы, как вы хотите покрасить, на какие цвета, хотите ли вы, чтобы они вымывались, либо не вымывались, вы хотите просто белый или нет, крашеные у вас волосы или нет, надо сделать тест-прядь. Это занимает определенное время, да? Это предварительная консультация называется. Потом вам делают разделение, мажут ваши волосы, и обесцвечивание волос занимает как минимум 1,5 часа, даже 1 пряди. И мастер может сделать выбор: либо взять вас на окрашивание 1 пряди, либо взять какого-то другого клиента и покрасить его за эти 1,5 часа абсолютно по-другому и более сложно. И мастера частенько выбирают такой вид окрашивания, как несколько прядей, параллельно с какой-то другой работой. И знаете, к чему это приводит? К тому, что отваливаются волосы, потому что мастер забывает, либо не успевает. Я не к тому, что все такие мастера. Нет, есть мастера, которые очень ответственно подходят к варианту работы с несколькими людьми. Но мне бы не было приятно, если бы мастер бегал от одного кресла к другому и просто тупо работал на потоке. Ой, да-да, я вас намазал, сидите полчаса, потом проходит 40 минут, потом проходит час, и ты такой типа: а меня не пора смывать? А потом тебя смывают, и твои пряди что делают? Танцуют в канализации свой последний танец, посвященный тому, как было приятно им находиться на вашей голове. Короче, параллельная работа, на мой взгляд, это не до конца правильный подход, поэтому если вы хотите записаться к специалисту, вы должны понимать, что по времени даже окрашивание 1 пряди на челке, либо не на челке, а делать скрытое окрашивание, по времени занимает столько же, сколько и полноценное окрашивание. Поэтому это не может стоить очень прям дешево, типа из разряда: чего мне там красить 1 прядь за 500 рублей? Мастер потратит на вас как минимум 2,5-3 часа. Поэтому, если вы хотите пойти к специалисту, не надо бухтеть, что вообще-то что мне там красить. Будьте готовы отдать за полноценное окрашивание денежку, и это нормально. Либо будьте готовы к тому, что вас возьмет покрасить специалист и еще параллельно будет делать 5 людей, и что у вас там получится. Видимо, это получится лучше, чем если бы вы сделали дома, но не факт. Обязательно смотрите портфолио мастера. Если у этого мастера есть в портфолио то, что вы хотите по цвету, то значит этот мастер вам подойдет. Если этот мастер вообще не имеет ни одной работы, ни одного похожего цвета на то, что вы хотите, зачем вы тогда выбираете этого специалиста? Потому что мама к ней ходит уже 10 лет? Какой-то сомнительный вариант выбора специалиста, вам не кажется? Это как прийти к человеку, который делает татуаж бровей, и сказать: сделай мне татуировку
надпись какую-нибудь. Кстати, я с этим сталкивалась. Есть некоторые косметологи, которые делают татуаж бровей и еще параллельно делают татуировки. И это очень странно. Вам не кажется, что это очень странно? Это очень странно. Какой можно сделать вывод? Это что, такое короткое видео, что ли? Сейчас как еще что-нибудь расскажу вам. Есть такие штуки, как стикер Hair. Их, кстати, делает Алиюша, если что. Алиюша, привет. У нее есть студия, которая называется Color Porn. Я не знаю, забанят меня, либо нет. Я надеюсь, что не забанят. Студия называется Color Porn, но они там красят волосы. Это просто такое название. Ну, потому что это color и потому что, ну, как это food porn, color porn, смекаете? Да? Поняли? И есть рисунки на волосах, которые выполняются. И это тоже занимает очень много времени. Это надо выбрить, это надо там посвятить. Вот, кстати, я подписана на несколько мастеров, которые делают рисунки на волосах за границей. Это занимает очень много времени. 2,5-3 часа. Если вы нашли творческого специалиста, который готов вам сделать это за расходный материал, это, конечно, замечательно. Но не все такие благотворительно устойчивые на длительное время. И если специалист на этом специализируется, то он не будет вам делать это бесплатно. Просто примите это к сведению. Вот так выглядят примеры работ. Пишите в комментариях, какие из этих работ вам понравились больше всего. Вот, допустим, вот эту работу наверняка вы видели уже везде, потому что она просто заполонила интернет, и все паблики выкладывали эту работу в своих пабликах. И, ну, мне кажется, это очень даже прикольно. Но и есть всякие разные экстрим варианты, типа там ананас на голове, или манго, или шляпка из волос, из своих же волос на своей же голове. Это, конечно, очень трэшовый вариант для выставочной работы, для демонстрационной, но вы когда-нибудь что-нибудь себе выбривали? И хотели бы вы что-нибудь себе выбрать? Может быть, какой-нибудь рисунок? Что ты ржешь? Был, короче, парень, который выбрал мое имя у себя вот тут на лобке. Я бы не хотела, чтобы мой парень свое имя на лобке себе выбривал. Это очень странно. Парни, это очень... А, Катрин, тебе было приятно? У меня есть один мой бывший молодой человек, который сделал себе татуировку с моим именем. Типа, привет, Степа. Но как бы из волос имя. Очень романтично. Фотки, не надо мне показывать эти фотки. Вообще, как вы считаете? Вот, допустим, я столкнулась с несколькими мнениями. Кто-то считает, что скрытое окрашивание прядей – это стрёмно. Я считаю, что это прикольно, потому что вы в основном смотрите на себя в зеркало вот так. И вы хотите видеть именно у лица какие-то прикольные штуки. Мне кажется, что в какой-то степени окрашивание челки, окрашивание передних прядей, височно-боковых зон – это прикольно. Это очень, очень выглядит интересно. И когда вы делаете скрытое окрашивание, вы можете сделать прическу-трансформер. Вот, кстати, недавно я делала скрытое окрашивание, вот это видео тоже разлетелось везде по интернету, набрало очень много просмотров. Вы поддерживаете варианты для скрытого окрашивания или вам кажется, что это полнейший бред, и что если уж красить, то надо краситься полностью, либо полностью, либо никак? Ну-ка давайте, пишите, я все прочитаю, все пролайкаю. Что же вы думаете, я не читаю ваши комментарии? Еще как читаю, потом еще плачу, сижу, когда вы пишете мне всякие гадости. Но давайте просто я потом, вот, кстати, вы можете написать мне какую-нибудь гадость, и ваш комментарий попадет в наш видеоролик, где я читаю плохие комментарии. Так, ладно, время пришло снимать мои прекрасные хренюшки. Я, наверное, попрошу зеркало. Вот сейчас оно у меня появится в руках. О! Сейчас может быть все, что угодно. Либо я буду слишком кудрявая, либо нет. Давайте начнем с затылка. Просто чтобы я себе... О, конечно. Но оно сейчас еще спустится. Сейчас я встрепушу это. Мне кажется, что есть в троллях есть эта барышня. Ну, я думаю, что часа через 2 это будет выглядеть более прилично, наверное, но это не точно. Пишите, если вы используете бигуди, либо такие смешные штучки для укладки своих прекрасных волос. Какой-нибудь стайлинг, может быть, вы используете? Может быть, а может быть и нет. Мне кажется, что оно просто не до конца высохло. А так, в принципе, мне кажется, что я уже даже привыкла ходить с этими бигуди, и это можно использовать в качестве заколок. Мне кажется, это просто часть моего образа. Все, я буду так теперь ходить. Вот так лучше. Ну что, я думаю, что если вдруг видео было интересно вам, я не знаю, вдруг вам нравится моя болтовня, поставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на мой канал. Нас уже почти 500 тысяч человек. 500 тысяч. Будем, может быть, в прямой трансляции танцевать. Может быть, будем, а может быть, нет.